Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я хочу с вами поделиться рецептом одного из самых быстрых кремов для начинки, который есть в моем арсенале. Это творожный крем с карамельным вкусом. Готовить я его буду буквально из 4 ингредиентов. Получается он всегда. Крем этот подходит только для начинки тортов, он не подходит для украшения. Он превосходно сочетается с бисквитными ванильными коржами, с коржами «Молочная девочка», с медовыми коржами. Он отлично пропитывает медовые коржи и также подходит к шоколадному шифоновому бисквиту. Итак, здесь у меня 300 мл очень хорошо охлажденных сливок. Я добавляю туда, по желанию можете добавлять, я добавляю 2 пакетика ванильного сахара, 16 грамм. И начинаю сейчас взбивать это до мягких пиков. Сливки, еще раз повторяю, должны быть очень хорошо охлажденными и не менее 30% жирности. Вот до такого состояния я взбила сливки. То есть они уже практически взбиты, но не до конца. Я добавляю туда 300 грамм творожно-сливочного сыра. Можно добавлять сыр Филадельфия, сыр Альметте. Также можете добавить сыр маскарпоне. Но я беру всегда такой подсоленный сыр слегка. Как приготовить сыр маскарпоне в домашних условиях, есть отдельное видео на моем канале. Проходите по ссылке в описании к данному видео. И просто прорабатываю все это миксером. Я долго здесь ничего не взбиваю. Сливки, которые мы не довзбивали ранее, здесь вместе с сыром будут приобретать большую стабильность. И сыр хорошо расходится именно вот в таких мягких сливках. До такой консистенции взбили массу. Сейчас я добавляю туда 250 грамм пастообразного творога, 9% жирности. Вы же, если у вас нет пастообразного творога, возьмите обычный творог крупинками и предварительно пробейте его блендером. И также я добавляю туда 200 грамм вареной сгущенки. Вы же можете брать также карамельный соус, либо домашнюю карамель, все, что есть у вас под руками. Но с вареной сгущенкой быстрее всего. И карамельный вкус очень хорошо присутствует в торте. И взбиваю сейчас до пышности, где-то 1,5 минуты. Крем готов. Вот такая консистенция будет у крема. Не нужно ждать, что он будет устойчивым. Это крем для начинки, который очень хорошо пропитывает коржи. В следующем видео я буду собирать торт из 2 начинок именно с этим кремом. Я покажу, как этот крем ведет себя именно в торте. Этот крем также можно заморозить, разложив его порционно, и получится превосходное вкуснейшее мороженое. Здесь я показываю вам фрагмент видео, как я собираю с ним торт с 2 различными начинками. То есть крем я нанесла обычным шпателем на корж. Коржи здесь у меня ванильные. Как сделать такие коржи, есть на моем канале подробное видео. Бисквит размером с противень, где я выпекаю. Видите, крем держит форму, он не растекается в принципе. В следующем видео я покажу, как он именно при сборке торта будет себя вести. Я не добавляла здесь ни загустителя, ни желатина. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.